Всем привет! Вы на канале Планета Земля. И к нам писец подкрался незаметно. Да, сегодня у нас в гостях белая полярная лисичка. Что мы знаем о ней? Ну, то, что живет на севере. И у писца очень пушистый мех. И с виду очень симпатичный. А когда нам трудно, мы часто о нем вспоминаем, даже не задумываясь, как ей там сейчас за полярье. Немного, а хотелось бы больше. Почему писец? Почему белый? И только ли белый? Чем питается и как он выживает в таком суровом климате? Обо всем об этом и еще много о чем мы поговорим здесь и сейчас. Поехали! Писец, также известный как белая лисица, полярная лисица или снежная лисица, вид хищных млекопитающих семейства псовых, относимых к роду лисиц. Семейство псовых приличное и насчитывает 14 родов. И только пушистому красавцу дали имя, связанное напрямую с семейством. Ведь общепринятое русское название «писец», нетрудно догадаться, произошло от слова «пес». Как холод – холодец, так и пес – писец. И лисичка, и песик в одном лице. И куда же определить белого пушистика, была небольшая путаница. Впервые вид описал Карл Линней в 1758 году, относя писца к роду волков. В 1816 году Лоренц Окен отнес вид к роду лисиц. А в 1829 году Иоганн Кауп выделил вид в отдельный род, в котором он один-единственный, хотя до сих пор ученые не пришли к общему знаменателю. И действительно, писец похож и на лисицу, и немного на собаку. У него небольшие круглые ушки, короткий нос, да и сам он поменьше рыжей кумушки. Сравнительно небольшой. Длина тела до метра, высотой в плечах до 30 сантиметров, средняя масса тела летом 4 килограмма, зимой около 6, но может откормиться и до 10. Самцы несколько крупнее самок. Строением тела похож на лису, но отличается относительно грузным телом, короткими лапами и мордой, укороченными и закругленными ушками, почти не выступающими из зимнего меха. В глубокой тишине арктической пустыни, где бескрайние просторы снега сверкают под северным сиянием, бродит загадочный писец. Это существо, одетое в белоснежный мех, словно воплощение самой зимы, легко скользит по снежным просторам, оставляя за собой едва заметные следы. Его маленькое компактное тело как будто создано для танца с морозом, а маленькие ушки и короткие лапы помогают укрыться от ледяного ветра. Писец великолепно сливается с заснеженным пейзажем благодаря своему белоснежному меху, который не только защищает его от леденящих ветров, но и делает его почти невидимым на фоне ледяных просторов. Его мех – это плащ-невидимка, дарованный ему природой для выживания в суровых условиях Крайнего Севера. Зимой зверек одет в ярко-белую шубку. Лишь любопытные глаза до кончик носа темными пятнышками выделяются на белой мордочке. Зимой мех у писца длинный, пушистый, густой. Даже подошвы лап у него покрыты шерстью. Его окрас белее чистого снега, позволяя ему незаметно подкрадываться к добыче или уклоняться от хищников. Писец – маленький волшебник Арктики, мастер маскировки, чья шубка меняет свой цвет с приходом лета, переливаясь оттенками серого и коричневого. Его повадки полны игривости и любопытства, что делает писца не просто хищником, но и очаровательным животным, способным вызвать умиление и восхищение. В моменты отдыха, свернувшись клубочком, писец напоминает маленький снежный комочек, идеально вписывающийся в арктический пейзаж. Его глаза похожи на два маленьких уголька, внимательно и осторожно наблюдают за окружающим миром. Писец обладает удивительной ловкостью и изворотливостью. Он легко и непринужденно передвигается по ледяной пустыне. Писец – типичный представитель фауны Арктики и субарктики. Его область распространения как бы кольцом охватывает Северный Ледовитый океан. Этот зверек населяет материковые тундры, начиная со скандинавского и кольского полуостровов через всю полярную Евразию и Северную Америку, а также Гренландию, Шпицберген, Новую Землю, многие острова Северного Ледовитого океана, Канадский архипелаг. Песцы постоянно обитают на островах Прибылова, Алеутских и Командорских островах. Примечательно, что границы ареала этого хищника сильно смещаются в зависимости от сезона.
Ареал распространения песца огромен. Можно его встретить как на крайнем севере Евразии и Северной Америки, среди арктических льдов Северного Ледовитого океана, так и в тайге Прибайкалья. Этот путешественник способен мигрировать на огромнейшие расстояния в поисках пищи и укрытия. Песцы замечены на территории Канады, Швеции, Финляндии, России за 4000 километров от их постоянных мест обитания. Но все-таки основное место обитания песца – это тундра. Этот зверек питается разнообразной пищей. Почти всем, что на зуб попало. Ловит мелких животных, птиц, рыбу. Но главная еда для него – это лемминги, северные мыши. Чем больше леммингов, тем больше будет и песцов. И если добычи много, песец обязательно что-нибудь спрячет, зароет, про запас. А мышкует он не хуже кумушки лисы. Очень интересно смотреть за его охотой. Кроме того, ведь голод не тетка, разоряют гнезда птиц, огромное число которых в тундре гнездится прямо на земле. Причем от вторжения этих зверьков не застрахованы и такие крупные птицы, как гусь-гуменник и утка. Песцы поедают их яйца и птенцов, ловят линяющих, неспособных летать взрослых птиц. Едва завидев непрошенного гостя, в птичьем городке пернатые жильцы поднимают тревогу. Хорошо, если по соседству окажутся гнезда поморников и камнешарок, энергичные атаки которых вынуждают песца ретироваться. Иначе жестокий разгром гнездовья неизбежен. Отваживается иногда песец забираться и в скалы, колониям чистиков и каир. Но здесь ему редко сопутствует удача. От крепких клювов приходится спасаться бегством. И тогда он спешит на морское побережье. Если улыбнется удача, то здесь его может ожидать настоящий пир. Случается, что приливом моря на берег выносит много рыбы и различных морских животных. Выброшенный на берег кит чуть ли не на всю зиму обеспечивает кормом многих обитателей тундры. Но и без такого чрезвычайного события дары моря нередко бывают так обильны, что пушистый лакомка живет припеваючи. Летом активно используют в качестве пищи ягоды и растения, что пополняет недостаток витаминов. Когда вообще нет еды, то не откажется и от падали. А если вообще ничего нет, то тут главное найти подходящего белого медведя. Песец знает, что добычей медведя может стать крупное животное. И когда косолапый раздобыл что покушать, охотно помогает большому брату, доедая с барского стола. Но тут главное самому не попасть на десерт. Так они и кормятся на бескрайних просторах Арктики. В тех местах, где песцы живут неподалеку от людей, летом они становятся не просто доверчивыми, а даже немного нахальными. Роются в мусорных кучах, иногда даже воруют еду у домашних животных. А зимой те же животные стараются на глаза людям не попадаться, как будто знают ценность своей красивой шубки. Песцы неохотно устраивают норы на местности с плоским рельефом, предпочитая овраги, промоины, холмы на склонах, в которых удобнее рыть нору, чем на плоскости. Рыть норы в мерзлой земле трудно, поэтому песцы живут в одних и тех же норах по много лет. Живут вместе несколько поколений. Песец для будущего потомства сам роет нору, а если и пользуется чьей-то старой, то предварительно тщательно ремонтирует ее и чистит. Норы имеют различную глубину и различное число выходов. Иногда бывают логово очень глубокие и сложно устроены. В песцовых жилищах много жилых помещений, много ходов, выходов. В таком подземном городке часто живут сразу несколько семей, а семья у песца многодетная. Настоящий детский сад получается. Число щенят у песца бывает различным, причем находится в прямой зависимости от количества корма. В голодные годы среднее число молодых составляет 5-6, в годы, обильные кормом, 10-12, хотя известны случаи, когда в помете могло быть и больше щенков, иногда до 15 или даже более. Песцы известны своей высокой репродуктивной способностью, что является одним из способов приспособления к суровым условиям арктической среды, где многие молодые животные не выживают из-за экстремальных погодных условий, хищников или нехватки пищи. В результате, хотя песцы и рождают много щенков, доля выживших до взрослого возраста обычно невелика. Отец-песец – образцовый глава семьи.
Пока дети еще маленькие, он добывает и приносит корм им и матери. Позже на охоту начинают ходить оба родителя. Подросшие детеныши держатся с родителями до осени. Если погибает самец, мать перетаскивает детенышей в нору другой семьи, хорошо обеспеченной кормами, и здесь выкармливает свое потомство. Малыши пьют мамино молоко и быстро растут, быстрее, чем родственники лисята. А когда немного окрепнут, вылезают из норы за едой, которую приносят им родители, а через полгода догоняют их по весу и начинают жить самостоятельно. Песцы активно общаются со своими собратьями, издавая лающие звуки или вой. Примерно с ноября начинаются массовые перекочевки песцов в места, где в изобилии водятся лемминги. Часть пушистых переселенцев уходит на юг, в полосу тайги, куда они движутся вдоль замерзших рек или по льду, а иногда переплывают широкие реки, лежащие на пути. Летом песец охотится на суше, но зимой по льду может уйти от берега на сотни километров вглубь океана. И везде песца подстерегает опасность. В этом мире против песцов буквально все. Помимо голода, холода и других прелестей Заполярья, у полярных лис масса природных врагов. Волки, медведи, росомахи. Для каждого из них наш герой легкая добыча. Даже собственные родственники хотят подсидеть песца на его родном месте. Из-за глобального потепления на территории полярных лис стали массово мигрировать лисы обычные. Они крупнее и сильнее песцов, поэтому у последних нет другого выхода, кроме как покинуть обжитые места и уходить в тревожную неизвестность. Из птиц опасны беркут и орлан-белохвост, крупные виды чаек и поморников, ворон и даже ворона для молодняка. А на Соловецких островах и ястреб-тетеревятник. Чаще всех досаждает песцу белая полярная сова. В таежной зоне филины. Совы заклевывают молодых песцов во время их расселения из нор, а также убивают ослабленных болезнями или миграциями. Ведь для совы песец самый что ни на есть главный конкурент в дележке с леммингами. Гибель песцов от стихийных бедствий происходит чаще в холодное время года. При гололедице песец обламывает когти и не может добыть пищу на литорале или в тундре. Унесенные на тонком осеннем льду в открытое море песцы часто погибают в большом количестве. По западным берегам Ямала и в Байдарадской губе павших песцов собирают в некоторые годы десятками и сотнями. Много зверьков гибнет во время сезонных миграций в непривычной обстановке лесной зоны и полярных морей, куда песцы уходят осенью сотнями, а возвращаются весной единицами. Тонут песцы при переправах через большие реки, например, в низовьях Печоры с ее многочисленными рукавами. Да и человек давно по достоинству оценил зимнюю песцовую шубу. В погоне за красивой шубкой из песца человек надолго забывает глубокие и сложные вопросы охраны дикой природы, экологии и этики. Песец был всегда ценным объектом охоты именно из-за своего меха, который считается одним из самых теплых и красивых. Человек в этом вопросе переборчив. Среди пушных зверей голубой песец занимает особое место. Это один из самых редких видов. Его родина и постоянное место пребывания – Командорские острова. Зверек относится к обособленной или изолированной фауне, поэтому отличается от своих материковых собратьев. И на сегодняшний день ситуация с голубым подвидом катастрофична. На островах живет незначительное количество зверьков. На острове Медный до 120 особей, на острове Беринга примерно 500, а до начала промысла в середине 18 века на острове Беринга обитало как минимум около 5000. Деятельность человека внесла значительные корректировки в экосистему островов, и это коснулось не только песца. Снизилась численность северных морских котиков и каланов, и была полностью истреблена корова Стеллера. Сейчас для получения меха голубой подвид выращивается на фермах. Людей не остановить в погоне за мехом, хотя частично благодаря этому появилась возможность сохранить популяцию, живущую в диких и естественных условиях. И это еще не все. Из-за резкого сокращения численности зверей их генофонд теряет былое разнообразие. Это приводит к чрезмерной уязвимости и чувствительности к болезням, уменьшению плодовитости, что ставит подвид на грань вымирания.
Каждый день для песца – это история выживания, искусство охоты и неустанной борьбы за существование. Его ловкость и умение приспосабливаться к постоянно меняющимся условиям напоминает о том, как важно уважать и беречь природу, ведь каждое существо в ней играет свою уникальную роль. В мире, где каждый след на снегу рассказывает собственную историю, песец продолжает свой древний путь. Он напоминает нам о красоте дикой природы, о том, как важно сохранять и защищать эти уникальные экосистемы для будущих поколений, дабы и они могли восхищаться этим маленьким, но необычайно стойким обитателем арктических пустошей. Песец – это не просто животное, это воплощение арктического чуда, нежно шагающего по бескрайним просторам ледяного царства. Смотрим, слушаем, записываем, подписываемся. Не забываем ставить лайки и делиться этим видео с друзьями. Это очень помогает продвижению. С вами канал Планета Земля.